И моя мечта была стать главным врачом сельским врачебной амбулатории. И никаких амбиций не было. И вот эта зависть к тебе или к другому, она является вот таким препятственным барьером. Но есть одна легенда про меня, что я разрушитель барьеров, то есть разрушитель Берлинской стены. Власть не дается с должностью, надо ее брать. Я говорю, как брать? Он говорит, справедливостью, справедливым отношением. Встал и ухожу. Тогда, говорю, мне тут делать нечего. Отрок, все, будешь ты. Рахыбеков Талибай Касейбекович, профессор, PhD, известный деятель здравоохранения Казахстана. С 1998 по 1999 годы возглавлял здравоохранение Казахстана, после чего был советником премьер-министра Республики Казахстан. В течение 10 лет был ректором Семипалатинского государственного медицинского университета. В 2018 году был награжден Японским орденом Восходящего Солнца. На данный момент является президентом Национальной ассоциации Primary Health Care. Дорогой Талибай Касейбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас находитесь в Нур-Султане, и пару дней назад он снова оказался в красной зоне по коронавирусу. Как вы думаете, когда общая ситуация с пандемией улучшится? Я могу сказать, что говорит по этому поводу ВОЗ. Это по разным источникам от 50 до 80% населения переболеет плюс вакцинируется, тогда остановится эпидемия. Вот ВОЗ считает так. Я тоже поддерживаюсь этого же мнения, но есть различные мнения, и вообще это может вообще закончиться спонтанно. Тоже ожидаемый такой процесс. И наиболее благоприятный для всех людей. Вы родом из Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области. Это же край дикой природы. Тарбагатайские горы, Зайсанская котловина. Самое древнее озеро в мире считается – Зайсан. Вы любите природу своих родных мест? Единственное, чем горжусь я, что я родился в таком прекрасном краю. Это Восточный Казахстан, это не только Тарбагатайский район. Это горы Манграк, Сайхан, Саур, Алтай. Вот юг Алтая это. Та сторона озера Зайсан. Это город Тригер, где я проработал. Это Катангоргайский район. Это неописуемой красоты дикой природы, которую я люблю. И горжусь, что вот действительно такая территория входит в места проживания моих предков и сегодня нас. Вы, когда возвращаетесь туда, куда бы вы хотели попасть, чтобы отдохнуть душой? В какой район, в какой уголок природы? Это в зависимости. Вообще, вот я считаю, что если твои родители похоронены на родине, это одна из причин возвращаться туда почаще. Вот. Из-за того, что есть могила моих родителей, мне приходится туда ездить часто, то есть где бы я ни был. Даже, самое длительное, наверное, 1 раз в год. Или 1,5 года, 2 года. А так постоянно. Это раз. Второе, я люблю, приехав в свою деревню, вставать в 4 утра. Встаю в 4 утра и обхожу подворье. У кого сколько скота, там, баранов, там, овец, Проводите коров, учет? лошадь. Провожу учет. Да. Если много, душа моя радуется, что мои односельчане стали жить зажиточными. И там, в том доме, где я останавливаюсь, рядом живет дядя, он тоже рано встает, и он поет скот. Я сажусь рядом с ним. У меня такие разговоры. То есть на скамейке со стариками деревни, ахсакалдармен разговоры. Вот это отогревает твою душу, потому что там разговоры идут о былом величии, о родственниках, о легенде твоего рода, твоего народа. И вообще приятно находиться в кругах людей, которые искренне тебя любят. Аксакалы, как к вам относятся, несмотря на все ваши заслуги? Они так же, как к маленькому ребенку, который там у них рос на их глазах, или с большим уважением? Не-не-не.
Я расскажу один случай. Один мой дядя, он акын, он член Союза писателей Казахстана. Кем бы я ни был, он так относился, так немножко пренебрежительно. А потом однажды вот есть в Жезказганском регионе жил знаменитый акын Шимболат. И мы с ним ехали домой туда, и он, оказывается, Шимболат возвращается из этого поездки. И мы встретились на заправке. И мы с Шимболатом обнялись, это тоже великий акын. После этого дядя сказал мне: ой, адам болыпсың ғой, Шимболатпен дос екенсің ғой. То есть у них совсем другие мерила. Понимаете, вот. И вот этот пример меня так согревает душу, что мен адам болдым, Шимболат меня уважает, великий акын Жезказганский, в том регионе мне пришлось поработать, представляете? Вот поэтому у них совсем другие представления. То есть министр здравоохранения – это для них не показатель. Ну, они как-то, наверное, гордятся меня. Да, да. Я не знаю этого. Хорошо. Толебек Сапикович, как проходило ваше детство? Ну, я рос, скажу, в учительской семье. Отец был учителем математики, участником Великой Отечественной войны. Он видел быт в Германии, в Литве, Латвии, Беларусь брал, связями начинал. И Кенигсберг брал, потом участвовал в войне с Японией, закончил, но, правда, пока он доехал до Дальнего Востока, оказывается, война закончилась. И он все приводил в нашем доме, во всей деревне был немецкий порядок, все должно быть разложено, дрова должны быть разложены, двор должен быть чистым, дом должен быть 2 раза в год побеленным, хотя в то время в деревне вот на такое не обращали внимания. И что такое расти в учительской семье? Это шаг налево, шаг направо, это расстрел. И, как все деревенские, это была эксплуатация детского труда. И это надо делать, вот мое сегодняшнее время. Не надо жалеть детей, надо их учить работать. Понимаете? И отец меня специально учил, например, как оседлать коня, как завязать узел, там, курме байлау, например. Ну, всем вот этим, как зарезать барана, заставлял меня еще маленького. Потому что у него было ранение легких, и он знал, что рано умрет, и хотел мне все это научить побыстрее. Но самое главное, у меня от этого впитал я всю жизнь то, что он везде меня водил с собой. Я был единственный сын, там девочки были, он водил меня с собой на стариковские посиделки, на учительские вечера. Тогда не учителя были носителями культуры, они ставили спектакли, концерты для населения. Они заставляли обучать детей, например, да? Вот мой отец организовал интернат пришкольный для детей, которых родители погибли на войне или родились уже от матерей без отцов. Таких же много Понимаете? было. Таких много было. Он такой пришкольный интернат вырастил, то есть открыл, и те его ученики, которые выросли, потом вот до сих пор они нам такой любовью относятся, потому что мы дети Хосебека, понимаете? А когда едешь в аул, ты что-то Толеба, это не имеет никакого значения. Вот что ты чей сын, вот это имеет значение. Да. Я горжусь, что отец смог воспитать нас трудолюбием. Отец заставил, чтобы я знал казахский язык. Он открыл 8-летнюю русскую школу, классы 8-летние. И именно в первую очередь для своих детей. И, вот 9-10 пришлось в райцентре учиться. И тогда хоть у нас деревня была 50 на 50, целый совхоз был такой, русский и казах, русскоязычный и казах. И он, чтобы я хорошо говорил на казахском, прямо заставлял читать Абай Жолы ежедневно. Я должен был ему пересказывать. И именно языком Мухтара Ауэзова. Представляете? Это было очень трудное детство с этой точки зрения. Ну вот эта строгость и доброта в одном человеке. Что вот вы впитали от своих родителей? Как вы думаете, ваш характер что перешло? Я думаю, перешло воспитание отца. А мать вообще строгая была, она была молчаливой. Она 5 лет меня посадила на коня. Это камчо стегнул, ее поскакал. От страха чуть не умер. То есть она вот такая была.
потому что ее родители такие, ее отец, оказывается, был такой. Менің әкем айтатын, сенің өжеттігің нағашыларыңнан деп. То есть какая-то часть смелости моей, может быть, это от нағашылар, они. А что мог дать отец, он уже был, так как говорится, он уже был образованный человек. И вот он попытался дать, чтобы мы были конкурентоспособными. И даже старшей сестре сказал, если ты пойдешь на английский язык, часов мало ты не сможешь зарабатывать. Ну, с точки зрения того времени. Вот ты пойдешь в русский язык и литературу в русской школе, и тебе везде будут открыты дороги. А я сказал, давай я пойду на историка. Потом буду первым секретарем райкома партии. У вас уже тогда были амбиции. Наверное, какие-то лидерские качества всегда были. Но я такой... Не такой сильный, такой, что был двухметровый гигант, да? Но каким-то образом я с 1 по 8 класс я был старостой класса. Я не знаю, почему меня выбирали. Этого я не понимаю. Ну, потому что с 5 лет вы уже на коне ездили. Нет, это один раз. Турбек Сабекович, вот после школы, вот, несмотря на все предыдущие размышления, вы все-таки поступили в медицинский институт в Семипалатинске. Когда пришла к вам эта идея? Вы с детства об этом думали или перед самым поступлением? Нет, это, знаете, это судьба моя, потому что в 10 лет я потерял мать. Она умерла от туберкулеза, она работала на почте в военное время, она не отапливалась, видимо. А отец умер, когда мне было уже поступил в 17 лет. То есть я уже, институт, вся остальная жизнь у меня прошла как у круглой сироты. Но без отца расти это пол сироты, на мой взгляд, а без матери расти это практически. Ну, это в основном были не материальные, а вот бытовые трудности. Понимаете? Поэтому, видимо, вот что-то такое вот связанное с их болезнью. Еще мы потеряли, когда мать умерла, 1,5 года осталась младшая сестренка, мы ее со старшей сестрой воспитали до 7 лет, ну, практически, ну, с участием отца, конечно. И она от менингита за неделю умерла в участковой больнице. И вот тогда я решил, что буду врачом и никаких. Все. То есть жизнь оказала на влияние. Я один пример приведу. Например, мои родители умерли от туберкулеза же. Я хотел бороться с туберкулезом, а стал терапевтом. Отец сказал, в хирургию не пойдешь, потому что самый главный врач – это терапевт. Он дает заключение в последней комиссии. Ну, шутя, видимо, говорил, но он хотел, чтобы я был такой, видимо. Думал, когда я буду бороться с туберкулезом. И вот судьба мне поручила вот этот вызов, дала мне вот эту возможность. Когда я стал председателем комитета, вышел указ президента о первоначальных мерах по улучшению состояния здоровья населения Казахстана, народа, да? И там одним из пунктов было внедрение доцтерапии против туберкулеза. И когда я отчитывался перед тогдашним премьером Балгимбаевым, который реально болел за это дело уже по прошествии нескольких лет, оказывается, вот эта программа ДОС сохраняла ежегодно жизни 5000 человек. Представляете? Вот такая возможность, когда тебе сильные желания дает Бог. Я не хотел стать фтизиатром, пролечил бы 20-30 тысяч человек, понимаете? Вот когда вот такие мероприятия тебе Бог дает такие влияния вот такого характера. И вот это, вот, видимо, послужило вот таким моментом. Я абсолютно уверен в том, что если ты любишь свое дело, делаешь его с душой и правильно, всегда дороги будут открыты тебе. Абсолютно всегда будут открыты. Согласен. Но вот есть интересная история. Я слышал, что после окончания мединститута вы хотели вернуться обратно в Тарбагатайский район, но вас почему-то туда не пустили. Откуда вы впоследствии узнали? вам присудили звание почетного гражданина Тарбагатайского района. Знаете, что за история? Ну, у меня была мечта вернуться в свое родное село, а там участковую больницу закрыли, осталась сельская врачебная амбулатория. И моя мечта была стать главным врачом сельской врачебной амбулатории. И никаких амбиций не было.
И когда уже на третьем курсе мне все спрашивали, кто ты, кем хочешь быть, одни хирургом, еще кто-то там, кем-то, я всегда говорил, я буду главным врачом. И договорился, что стал главным врачом республики. Очень надо осторожно мыслить и осторожно выражаться, потому что все это материализуется. Потом, когда уже через 14 лет, когда я уже в Леногорске работал, 14 лет, это город-трейдер сегодня, от ординатора, потом психотерапевта до главного врача, в 90-м году мне народ Ридера, 97% русского населения избрал депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Представляете? Да, Там об этом причин мы было еще несколько. поговорим. Да, Ага. поговорите, да? И вот уже депутат в Алмате, я уже такой весь на коне. И вот это одна моя однокурсница пригласила меня домой, и пришла тогдашняя зам предрайисполкома, который меня не пустил в этот район. Я говорю, почему вы не пустили меня? Она говорит, ты в 7 классе был секретарем комсомольской организации 11-летней школы. Через 3 года бы ты занял мое место. Я говорю, ой, я же хотел только быть главным врачом в сельской больнице, амбулатории. В общем-то, вот такая ситуация была. Вы сами не говорю, осознавали я свои говорю, вы амбиции. Тарбагатай, я говорю, оказывается, вот я еще одну вещь хочу сказать, Ага. что ты думаешь сегодня для тебя плохо, завтра это для тебя благо. Если бы я остался в Тарбагатайском районе, я никогда не стал депутатом Верховного Совета. Если бы я не стал Верховным Советом, я не прошел бы этот путь. Понимаете? Ну, вы Поэтому, поблагодарили да, конечно, человека, который не пустил вас обратно. Да. И второй раз после уже на второй срок стал баллотироваться, и мне именно в моем Тарбагатайском районе, в отдаленном селе, из 46 тысяч голосов, 486 голосов не хватило, подделали, сутки поддержали это. Да? Но это тоже было хорошо, потому что тот парламент всего год работал, а я уже в это время уже делал реформу Джизгазгани, которая определили другую судьбу. Вот казалось, что тебе сегодня плохо, а завтра это выходит благо. И вот это абсолютно уверен. Поэтому меня никогда расстройств, потому что сегодня мне плохо, нету. Потому что знаю, что за этим трудностями или за этим плохо ждет такой венок победителя. Абсолютно так. Это из личных примеров могу 1000 примеров привести. И поэтому, если меня будут слушать молодые люди, я бы хотел, чтобы они никогда не отчаивались. То есть вы считаете, что людям, которые ошибаются, все равно удача придет? Ну, надо любить свое дело, надо правильно поступать. Говорят, если не знаешь, как поступить, спроси у Бога, посоветуйся с Богом. То есть, если ты будешь делать Богу угодные дела, которые нужны для народа, и когда мы какие-то аналитические законы делаем, до сих пор у меня вот эта привычка депутатский, еще последующий жизненный опыт сказался на том, что я всегда стараюсь смотреть с точки зрения, что это принесет народу, конкретному человеку. Этот закон или этот мой поступок, мое высказывание, что принесет, ранит ли душу, объединит этого народ, может, он станет успешнее каким-то образом. Поэтому, если смотреть не просто бэкграунд, а просто 3D-зрением и все время включать треугольный совет Бога, и чтобы для народа любое дело пойдет. Очень хорошо. И вся небесная канцелярия поможет тебе сделать это. Замечательно. Но скажите, с такой психологией, с таким мировоззрением зачастую бывают сложности. Некоторые люди специально воздвигают какие-то преграды для таких людей, как вы. Какая самая большая проблема специально была воздвигнута против вас? Ну, это можно опять привести 1001 примеров. Я не думаю, что люди специально как-то ненавидели меня, лично меня. Просто я скажу в общем, да, одним из грехов во всех религиях считается зависть. И вот эта зависть к тебе или к другому, она является вот таким препятствием, барьером. Но есть одна легенда про меня, что я разрушитель барьеров, то есть разрушитель Берлинской стены. Потому что когда вот люди не могут защититься, уже это дали позднее, когда я уже работал ректором, и когда внедрил проектное управление, вот проекты идут, руководитель проекта является выше ректора, и вся его команда служит
исполнением вот этого проекта, например, самый успешный проект оказался открытие кардиохирургического отделения в городе Семее. И когда мы открыли кардиохирургическое отделение, я созвал там ветеранов семьи и сказал, теперь не давайте молодежи уезжать, теперь в семье жить безопасно. Хорошо. Турбек Сабикович, в 98 году, в 1998 году, после неприметной должности заместителя начальника управления здравоохранения Карагандинской области, в вашей карьере произошел огромный скачок. Сразу на должность председателя комитета здравоохранения, Министерства здравоохранения, образования и спорта, которая приравнивается к должности министра здравоохранения. Как это произошло? Вот не надо стремиться к успеху, да? Вот это мое личное мнение. И оно тоже есть в каких-то там книгах по психологии, там в религиях есть. Просто надо делать работу добросовестно, которую ты делаешь, выбрать эту идею твоей жизни, и вот и идти по этому пути, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Вот приведу пример. Почему я стал председателем комитета, практически министром. Хотя те люди, которые хотят мне говорят, ты министром не был, ты председателем комитета был. И здравоохранение. Я говорю, я руководил всем здравоохранением. Это раз. А вы прекрасно знаете, что в Соединенных Штатах это называется Министерство здравоохранения, Департамент социальной защиты. Это же не умаляет тех функций, которые надо брать. Еще мой великий учитель Нагманов есть, Хажимурат Ибраевич, который аким 3 областей, министр транспорта был, он говорил, власть не дается с должностью, надо ее брать. Я говорю, как брать? Он говорит, справедливостью, справедливым отношением. Представляете? Если ты будешь начальник справедливый, власть сама собой придет к тебе. Вы себя считаете справедливым начальником? Через уважение. Я стараюсь быть справедливым. Может быть, иногда по молодости эмоции как-то брали вверх, но надо научиться управлять эмоциями и откладывать дела на завтра. Бар ғой орыстарда. Қазақтарда артын тосақ деген бар. Но я тогда считал, что это трусы только могут так говорить. Или, говорит, утро мудрее вечера, к примеру, да? То есть надо немножко подумать, осмыслить эти вещи. И у меня давняя привычка, например, на ночь давать себе задание, правильно это или нет, утром приходит решение. Если это 3 дня подряд приходит во сне это решение, значит, это прямое решение, потому что срабатывает подсознание. И, видимо, небесный канцелярий говорит, давай, делай это твое дело правильно. Вот я поехал в Дизгазганскую область после депутатства, 8 месяцев работал в Министерстве здравоохранения начальником главного управления экстремальных и медико-биологических проблем здравоохранения. И когда мне спрашивают, что ты сделал на этой должности, я говорю, я открыл республиканский центр медицины катастроф. То есть надо успевать что-то сделать. Да, вот на этой должности экстремальных пришлось вот это сделать. Тем более там легко было это политически решить. Спитакское землетрясение было до этого. Я поехал в Дизгазган. Мне предложили начальником департамента здравоохранения Дизгазгана, вот мой учитель Нагманов, он меня 6 месяцев ждал на эту должность, держал. А я сказал, приватизируй мне депутатскую квартиру в Алмате, а то не поеду. Я всю жизнь мечтал жить в Алмате. В общем, он приватизировал мне это. Я поехал туда 5 декабря 1994 года. Но я поставил условия. Мне говорят, ни квартиры, ничего не надо. Ты дай делать мне то, что я буду делать. Дай мне возможность. И он мне задает вопрос, можно ли там уже по ходу работы, можно ли сделать так, чтобы вот когда я был в Бельгии, в частной клинике народ ходит бесплатно. Я говорю, сделаю. Через 10 дней я принесу вам постановление, решение, постановление. И таким образом мы открыли за 1,5 года до республиканского ФОМС, региональный в Дизгазгане, экспериментальный, до этого было постановление. Когда я был депутатом, уже закрывался парламент, я настоял, Эльбасы тогда президент, прямо настоял, чтобы вот давайте ФОМС, мы не успели открыть то, все, реальным сторонником был этого. Там 26 врачей было, они тоже поддерживали меня в этом парламенте. И каким-то образом экспериментальной областью оказалась Дизгазганская область, в которую я поехал. Представляете, вот сама дорога вот так строится.
А когда туда я поехал, там убили завгорздравотделом, заместителя акима, врачи там друг друга убили или что-то произошло. Меня дома не пускают. Я говорю, ну я был же в Баку, когда сумгаитские события были. Не убили же меня. Я там учился, организация здравоохранения. В общем, поехал туда. И там такая команда была готова уже, потому что они новый хозяйственный механизм внедряли предыдущий завод по здраводелам. И вот эта благодатная почва попала, и мы сделали знаменитые джизгазганские реформы. И Здрав Плюс, это USAID, приехал к нам. Они работали в других регионах, в Чимкенте. Когда я встретился с их руководством в Алмате и доложил, что я делаю, выслал документ, они всем скопом переместили в Джизгазган, короче. Ну, кто сыграл ключевую роль, что вы оказались на посту председателя комитета? Вот сейчас, вот это событие сыграли. Я сейчас расскажу всякие, ладно? Хорошо. Почему? И после этого как-то поездки нам пришлось, нас повели в Гарвардский университет, и мы презентовали реформу. Гарвардский университет? В Гарвардском университете перед профессорами, не перед студентами. И вот это... Я презентовал джизгазганские реформы, и мне задали один единственный вопрос профессора. Кто вам это позволил? Я сказал, губернатор Нагманов, и в Казахстане нет парламента. Они упали от смеха. В тот период, вы помните, как между 13 первый парламент? То есть, когда вот все законы выходили указом президента, имеющим силы. Вот в то время это, видимо, нужно было. Это было мудрое решение, какие-то вот рыночные отношения, вот без всяких там сопротивлений красных директоров заводов, там, это я имею в виду советских. Вот очень трудно было, я понимаю, это все преодолеть президенту. И в целом государство должно было двинуться вперед к рыночным отношениям. А что из этого было, вышло, это другой вопрос. И потом президент... закрылась область в 1997 году. Мне там не смогли другую область дать. Министр тогдашний Девятый не смог дать область. Говорит, ну, Толебай говорит, езжай в в Карагандинскую область заместителем. Там придумали для меня должность третий заместитель облздрава по сельскому здравоохранению. И это год ровно я там поработал. И президент, оказывается, попросил, чтобы эксперты международного уровня провели оценку здравоохранения Казахстана. И вот 10 экспертов приехали мне. Тогда Айкан Аканчев сопровождал, он был заместитель министра как раз при министерстве Досаева. Я в Джизгазгане тоже сопровождал, все показывал. И что произошло? Я выхожу с кабинета утром, понедельник, с кабинета начальника облздрава Карагандинской области с оперативного совещания. Мне секретарша его дает вот такой номер телефона, говорит, вас какой-то Балгимбаев разыскивает. Но она же не знает, кто такой Балгимбаев. Балгимбаев Нурлан Утепович, вот один из ключевых людей, который тоже сыграл в моей биографии жизни. Я звоню туда, говорит, это первая приемная. Вы кто? Я Рахбеков. Почему вы меня искали? Говорит, сейчас я вас соединю с начальником канцелярии Байменова. Он тоже джизгазганский, но я его не знал. Когда я приехал, он уже уехал с это. Я говорю, срочно вам надо приехать, премьер ищет вас. Я говорю, могу только в 3 часа приехать, в 11 часов поезд. И вот, короче, доехал, захожу к нему в кабинет, там сидит общий министр Кырымбек Эльевич Кушербаев, вдвоем сидит, я говорю, что вызывали меня? И Байменов, улыбаясь, говорит, выйти из моего кабинета, поверните налево, поверните направо. Я повернул налево, повернул направо, охрана меня опускала, и в кабинет премьера. Представляете? И это было в 3:30. 10 утра я был заместителем 3-го Карагандинского здравоотдела. И со мной сидит, собеседование проводит, премьер. Я говорю, зачем вы меня вызвали? Он говорит, вот вместо Девятка пойдешь председателем комитета, мы вот отобрали. Тебе показывать мне 2 красные бумажки. То есть это не бумажки, это отчет на красной бумаге, отчет экспертов. В 2 томах. Но здесь, говорит, написано, что твои джизгазганские реформы надо распространить на всю страну, и твоя фамилия там несколько раз называется. Президент дал поручение найти. Кто это сделал, найдите его.
То есть ваша работа в Караганде, привела к этому. Это она реформа, Джезгазганская реформа, а в реформа, Джезказгане, да, в Джезказганской области, она- Джезгазганская реформа привели к этому. То есть работа привела. Никаких просьб, кем-то мечты, как кем-то стать у меня не было там, да? вы даже не думали о том, что вы можете Абсолютно. оказаться в ближайшее время? Не думал, это потому что произошло. Утром не думал, после обеда произошло. Теперь что произошло потом? Очень один интересный случай сейчас расскажу. И стали мы с ним спорить о роли ФОМС. Что ты, говорит, Иван Федорович спрашивает, что будем делать с ФОМС? Я свою точку зрения, он свою. И он не соглашается со мной. А я уже знаю, что меня предлагают на эту должность. Я говорю, встал и ухожу. Тогда, говорю, мне тут делать нечего. Ухожу, он как прибежал, схватил меня за шиворот, говорит, эй, мынау жындыма? Сені тентекті өстіп едім, расында да жынды екенсің ба? Отыр, все, будешь ты. Представляете, То есть вот вы такой показали произошло. свой характер, что- Я ему понравился свой характер. Я думаю, что я там буду делать, если он сейчас уже с самого начала у берега не соглашается с теми правильными решениями, о которых я знаю. Представляете? Вы показали, что ваши идеи, вы будете их отстаивать до конца. Не, я свой взгляд говорил, это свой взгляд, это же ФОМС, это не Свое мое видение. Свое видение, как поступить в этих случаях и так далее, и так далее. Это сильно большой разговор. Вы не Ну, боялись потом- потерять должность? Да я уже Который- ниже заместителя начальника облздрава какая должность есть. Нет, но А, вам кстати- дали должность министра, и вы не побоялись ее потерять Да сразу зачем же? мне эта должность, если это буду там буду чувствовать себя никем? То есть не смогу ничего сделать. То есть для вас результат важнее всяких И решений. результат был важнее. Идея была важнее, чем вот эта должность. Никогда вот это не было. Идея была важнее для меня, чем вот Это очень И вот хорошее так. качество. И он вызвал Байменова и Кушербек, говорит, утром представить его, говорит. А отдел кадров говорит, а вы проходили проверку КМБ, давай на него это. Грубыми словами Нурлан Утепович говорит, с президентом согласовано, или, говорит, и руководитель аппарата подпиши все. А ты, говорит, утром представишь его. А у меня в кошельке последние $100 всегда лежали на черный день. А тут вышел на светлый день, и билетов не было, а только на бизнес-класс, оказывается, он стоит в переводе на тенге $100. Я, короче, отдал помощнику Кушербеку, мы прилетели бизнес-классом. Прилетели домой, сестра говорит, ты что приехал? Я говорю, да вот назначили министром, он говорит, пар, ихпа. Не поверили домашние. Дима, Да, вот да, так да. произошло, понимаете? Поэтому Удивительная и там, и когда я стал председателем комитета, я тоже долго думал, как быть мне. Или ничего не делать, и долгая политическая жизнь, или Джезгазганские реформы притворить в жизнь для всей страны, но будет короткая политическая жизнь. Я это понимал. Вы понимали потом- тогда, что Тогда. И это будет начал короткое вот так время. жесткие реформы. И вот потом была коллегия, я сказал, дайте мне 6 месяцев свободы, обманул всех. Директоров института, всех обманул, всю страну обманул. А через 6 месяцев уже все было сделано. То есть поликлиники были на семейно-врачебной амбулатории, уже другие дела, кафедры семейной медицины. Короче, в общем, все реформы, новые механизмы финансирования. ФОМС перевели под управление министерства, правительства. Все, что мог за 6 месяцев, я сделал. И потом состоялась коллегия. Все про меня плохо говорят. Все. Вот 9 часов шла коллегия только про здравоохранение. Вел Карбек Ильич. В перерыве Арын, Ирлан Арын, который был аким Павлодарской области, это очень знаменитый человек, любимый, очень креативный, творческий человек. Он говорит, заместитель министра, только, говорит, вы это, извините, потерпите, надо это, чтобы они высказались. Я говорю, я же психотерапевт, говорю, он рассмеялся, обнял меня. То есть это там, когда уже все закончилось, эта коллегия, и последнее слово дал мне Карбек Ильич, я сказал, если вы все сопротивляетесь, значит, я на правильном пути. Будем идти дальше. То есть вот это Вы так и сказали сопротивление. всем. Так и сказал, потому что так я и знал, что они будут так делать. Но чтобы это будет 9 часов длится эта коллегия, и самый последний один потом политическим деятелем стал говорить, просится, Карбек Ильич говорит, ты все сказали, говорит, нет, я про Рахпекова хочу сказать. Я говорю, дайте ему, пусть он еще раз плохо про меня скажет, от этого мне хуже не будет. Короче, уже плохо. Ну скажите, вот большинство, когда говорит против вас, что внутри вас заставляет думать, что вы правы?
Знаете, потому что за эти 3 года я и плюс депутат. Вот в чем вопрос, почему я стал таким грамотным, да, может быть. Когда избрали депутатом, потом избрали меня там заместителем председателя комитета по охране здоровья народа и социальной защите. И там одна консультант, работающая в Министерстве труда и социальной защиты, очень умная, она мне под своими советами помогла. Она мне говорила: Талвер Костюевич, у вас сильно много, слишком много русского, вы даже набраться еврейского. То есть это еще тогда был такой боевой. Она мне посоветовала почитать Всемирный форум здравоохранения, это журнал ВОЗовский. Я вот за эти 2 месяца, когда я оставался один, все ушли на каникулы, я прочитал 10-летнюю подшивку. У меня все сознание перевернулось. То есть я не думаю, кто-нибудь в Казахстане вот прочитал бы за 2 месяца 10-летнюю подшивку Всемирного форума здравоохранения. Представляете? И потом мы работали же с USAID, Здравплюсом, кого они только к нам не привозили, куда мы не ездили, да, вот даже в Гарварде, я сказал, уже оказался. Поэтому уже совсем другое мнение было, взгляд был другой. Но я еще работал только с полевого командира, пришел, только недавно работал главным врачом там, 2 года назад, представляете, 3 года назад. То есть я знал всю ситуацию, которая есть в стране, как надо идти, каким путем надо идти. И вот этот депутатский запал был у меня. Теперь у меня была такая психология. Дальше в Жезказганской области меня не вышлите, там Кингер был. Поэтому я такой психологию выработал, и тем более меня Аким поддерживал сильно. Сильно поддерживал. Он реформатор, он вообще тогда Жезказган замерзший город был, он вытащил его. То есть течение всех обстоятельств вот так привело к успеху жезказганских реформ. И там коллеги поверили мне. Я даже 2 заместителей своих посадил в один кабинет, чтобы они не ходили друг другу спрашивать. Удивительная история.